Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами посмотрим шикарный бой на предтоповом танке Германии, это Е-50. Машина на сегодняшний день, не скажу, что устарела, но в рандоме встречается все же довольно часто, хотя имеет ряд, скажем так, необходимых правок, которые уже давно можно было бы, в принципе, немного потянуть, но танк все равно является играбельным, интересным. Мы сегодня с вами посмотрим хороший бой настреленный и заодно поговорим о машине. Бой у нас будет на карте Перевал, сетап 9-8 уровни, как видим. Игрок с ником Ксарис, если быть точным, на своей Е50 будет ехать непосредственно в какую-то сторону. Я, как обычно, не изменяя себе, не смотрел еще реплей, для того, чтобы мои впечатления были максимально естественными, так сказать. Говоря о танке, у нас очень неплохая машина, сбалансированная. В плане бронирования вообще топчик. По орудию у нас стандартный снаряд пробивает 230 мм, наносит 390 урона. Под калибр голдовый пробивает 270. 230 бронепробития по сравнению с другими СТ-шками, конечно, это мало. Однозначно это очень мало, но тем не менее, если играть правильно, играть вдумчиво, должно абсолютно точно хватать. По сборке этого танка, я думаю, на него стоит ставить досылатель, стабилизатор и оптику, либо же досылатель, улучшенный прицел и оптику. Это вам позволит точнее стрелять. Пушка на Е50 и на Е50М на топовом танке максимально точная. Едет сразу он у нас на мост. Давайте сейчас, пока не начался замес, поговорим о бронировании, а дальше продолжим смотреть бой. Пока ставлю его на паузу, поехали в коллижен. Collision модель танка Е50 выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 150 мм, что имеет отличную приведенку в 300 в лобовой проекции. НЛД имеет 100 мм, 197 приведенки, если доворачивать, это уже будет 220. То есть, в принципе, в лобовую проекцию именно корпуса, в верхнюю часть танк точно не пробивается, в нижнюю, да, будет пробиваться любой девяткой. Маска 225, тоже не самое бронированное место. Щеки, да, щеки могут отбивать. То есть уязвимые зоны этой машины это однозначно лючок, как обычно командирский, и маска орудия. Это прям камень преткновения этих танков. Если стрелять сюда кумулями, то все точно будет залетать. Корпус огромный, машина очень высокая. То есть спрятаться на ней будет крайне трудно. По борту у нас 195 с хорошим острым углом. Бортом танковать одно будет удовольствие. То есть мы видим, что здесь приведенка 520, 550. Только вы должны понимать, что на этом танке широкий угол вам не подходит. Сразу режется броня. Вам нужно максимально острый угол, но тогда вам будет проблематично стрелять. Ну, в общем, надо экспериментировать. Тогда будет максимально понятно, как именно правильно выезжать. Запоминаем еще раз. Уязвимые зоны это НЛД и маска. Также лючок командира. Это на всех танках, в принципе, так. Ну, кроме 110 Е3, там с этим справились. Маска это прям печально, но благо она маленькая, то есть чаще будет улетать в щеки. Поехали дальше смотреть бой. Не обращайте внимания, друзья, то что я сонный еще, я только недавно проснулся, только приехал, отвез свою девушку на работу и вот сел сразу, так сказать, напрямую с вами общаться, создавать новый реплей. Посмотрел на сайте реплеев, что вышло. Вот, нашел хороший бой. Посмотрим. Бой очень настрельный, как я уже говорил в начале видео. То есть должно быть очень интересно. Видим, что он на мост приехал сам, его поддерживает Т-30. То есть по миникарте видно. Вы всегда в бою, я советую делать миникарту побольше. Кто не знает, как это делать, это плюсами на клавиатуре возле кнопочки Backspace. Backspace — это кнопочка, которая стирает написанный вами текст. О, неприятный здесь танк. Для него Е75ТС. Неприятный в том плане, то, что он достаточно скорострельный и, в принципе, может тоже что-то отбивать. Как видим, пробивает он его, да, в лючок. То, о чем мы с вами говорили в плане бронирования. В сравнении с другими девятками, конечно, броня хорошая у машины, действительно достойная, но огромный корпус все-таки делает свое дело. Хотя, с другой стороны, машина достаточно подвижная для своих размеров. Прямо от маскировки на нем играть я смысла особого не вижу. Но играть как танк второй линии при поддержке тяжей, да, я думаю, можно. Потому что пушка позволяет играть однозначно. Именно выцеливать слабые зоны. Орудие очень хорошее у Е50. Говоря о десятке, которая идет следующая за этим танком, то есть вы изучаете все максимально на этой машине, после чего получаете такую же, только немного, скажем так, мощнее корпус, немного быстрее стреляет. Но в целом, грубо говоря, тот же танк, только на максималках.
а перед ними идет ветка Пантер, но они, конечно, не такие интересные, как Е50, ну, по моему сугубо мнению. Я бы не сказал, что там Пантера это плохой танчик, нет, конечно, но все-таки не такой классный, как этот. Видим, что у него пока по настрелу идет не очень, 1500 урона настрелял, прошло 3 минуты боя. Я вам, кстати, друзья, напоминаю, если вам нравится мой контент, я очень благодарен за ваши подписки, за лайки, за комментарии. Если вы новичок на канале, то есть не видели еще роликов, подписывайтесь. Я хочу делать интересные танковые видео и буду рад любому, кто будет поддерживать меня в этом вопросе. Также, кто хочет поддержать канал, есть мой Patreon, зарегистрировался, ссылочка будет в описании. У кого есть возможность и желание, буду очень благодарен. Растерял он большое количество очков прочности, 288 у него осталось, хоть у него и 2 фрага, но это на 4-й минуте боя, которая идет, это очень-очень плохо, потому что мы с вами, кто смотрит мои видео постоянно, знает то, что главное это очки прочности в начале боя сохранить, потому что если их не сохранить в начале, вы потом просто в необходимом моменте размена вы не сможете разменяться из-за того, что у вас просто этих очков не осталось. Поэтому довольно-таки плохо получается, что у него уже он шотный, ну, для всех практически танков. Да не практически, для всех, кроме Линкса, наверное, которого вряд ли пробьет, хотя и тот может. Приехали они уже на базу, то есть видим, что ледник прорван, он приехал через мост, здесь тяжи дерутся. Я думаю, сценарий боя будет таков, он останется в меньшинстве, один из 2 сценариев, в меньшинстве против большого количества противников. И будет что-то с этим делать, либо просто сейчас начнут выезжать танки, он начнет по ним давать настрел. Объект 704 очень опасная машина, может его пробить, тем более в его рыхлую маску. Нужно гуслить. Правильно, отлично. Видимо, он уже потратил где-то ремку. Отлично, ставит на 2-й каток, жаль без урона. Поддержки союзников нету, в спине у него Линкс, который может в любой момент выехать на него и просто сделать ему боль. Держит 704 на катке. У этого сейчас может откатиться ремка, и тогда станет очень-очень неприятно. Помогает ему артиллерия. 3100 урона. Он играет на подкалиберах. То есть, в принципе, в таком моменте можно было бы, наверное, стрелять и ББшками. Но видим, что он решил играть наверняка. Я вам, кстати, напоминаю, я об этом говорю в последних роликах точно. Если у вас танк, который... Давайте не так. Если у вас скилл позволяет занимать хорошие позиции, вы знаете, куда ехать, и от вас зависит, в принципе, это направление, друзья, сразу заряжайте голду, даже не сомневайтесь. То есть, если вы видите танки, с которыми могут возникнуть проблемы, не сомневайтесь, вам будет намного приятнее выиграть бой, чем нанести большое количество урона и проиграть. А голдовые снаряды, ну, мы все играем в игру каждый день, да, грубо говоря. И вы сможете всегда нафармить заново. Так что, если от вас зависит направление, строго голда, без каких-либо проблем, вы сможете таким образом и поднять статистику на аккаунте и в целом настрелять хорошее количество урона. Плюс также, если вы остаетесь в меньшинстве и вам каждый выстрел должен быть результативен, да, тоже заряжайте голду. Не сомневайтесь в этих моментах, вы будете так намного эффективнее, и вам союзники ваши скажут спасибо. Да, враги могут, конечно, возмущаться, что вы голдострел, но какая, с другой стороны, разница, правильно? Нужно играть на эффективность. Едет на него 257, тоже неприятный танк, который может его убить. ELC Вин 90 пытается чем-либо помочь, входит в КД. Видим, что в спине у него находится ВК-4502, гусь. Раньше так назывался, кто помнит, что название гуся именно гусь. Но есть еще один гусь голдовый, который 8 уровня льгот, да, 8 уровня. Здесь 263 стоит, скучает, пытается пробивать MX M449, но у него ничего не выходит. 4 фрага у нашего героя сегодняшнего уже есть, я думаю, сейчас будет 5-й, да, все верно. Еще один фраг до воина у него остается. Прошел СТ-15 охоты на охотника, неплохо. Это уже у нас на объект 260. Я думаю, у игрока в этот момент трусились уже руки, тряслись. 7200 урона у него есть. Сыграл сценарий, который мы с вами рассматривали вторым, да. То, что на него будут выезжать противники, он будет размениваться с ними. 7600 урона уже дал, то есть очень неплохо. Остаются всего 3 танка противника. Я так понимаю, объект 430 может быть вполне фулловым еще. Я, кстати, заметил такой нюанс, то что ХП, которое показано вот здесь, не всегда правильное. То есть бывает так, что ты смотришь танк фулловый, ну да, он оказался фулловый. Но у меня бывает, в общем, такая ситуация, что смотришь он фулловый, а он, по сути, ни хрена не фулловый. Приехали 2 последних танка стреляться с нашими союзниками, мы стоим из-за спин. То есть это, в принципе, абсолютно правильная тактика. Конечно, было бы у него больше ХП, он мог бы играть с первой линии, но тем не менее.
Можно из-за спин союзников спокойно настреливать урон. Это правильно, то есть берите это себе на вооружение, такую именно тактику. То, что вы можете играть со второй линии. Добирает 7-й фраг у него уже, 9600 урона. И я думаю, на этом все, это победа. Думаю, 8 фрагов у него. Да, все верно. 8 фрагов, победа, 9700 урона. Так что, друзья, если понравилось, подписка, лайк и комментарий. Удачи. Пока-пока.